привет! Сегодня в видео я буду говорить о зарплатах в Италии. Средняя, топ-1%, топ-5%, как зарплаты платят, сколько их платят в год, сколько налогов отнимает государство и так далее. Все очень интересно. Но из-за того, что будет много цифр, много таблиц, я буду говорить закадровым голосом, а покажу вам свою прогулку по городу на велосипеде. Поехали! Часто можно услышать мнение, что средняя зарплата в Италии 1500-1550 евро в месяц, потому что нам в России привычно слышать про зарплаты в месяц. Хотя в Италии вопрос, сколько получаешь в месяц, сам по себе особого смысла не имеет, потому что платят 12, 13 или 14 зарплат в год в зависимости от условий договора, и это очень большая разница. Надо либо всегда смотреть на годовую зарплату, либо уточнять, сколько зарплат в год. Работники с временным контрактом получают 12 зарплат, работники на постоянном контракте получают 13 или 14 зарплат, в зависимости от коллективного договора и переговоров при приеме на работу. 13-ю зарплату платят в середине декабря на Рождество, а 14-ю летом перед сезоном отпусков. Любой контракт с работодателем обсуждает годовую зарплату, а потом эта сумма делится на количество месячных оплат. Например, 30 тысяч евро до уплаты налогов при 14 зарплатах означает, что 10 раз заплатят 2143 евро и 2 раза заплатят 4286 евро до налогов. В большинстве случаев люди почему-то радуются, что зарплата 14, а не 12. Хотя это выгодно работодателю, а не работнику. Потому что работодатель откладывает выплату части зарплаты на 6 месяцев или на год, хотя работа уже выполнена. Фактически компания использует рабочих в качестве банка, придерживая деньги у себя. Но рабочие довольны, потому что получают дополнительные деньги под праздники. Также есть выплата, которая называется Trattamento fine rapporto или TFR, и ее выплачивают при увольнении. TFR – это накопительная сумма. Каждый год примерно 7% зарплаты падает в кубышку. Фактически это 15-я зарплата, которой нет немедленного доступа. Если вы проработаете 10 лет, то в конце вам дадут 10 таких зарплат при увольнении. Есть и другие способы распорядиться TFR, но о них не буду говорить, так как плохо разбираюсь в теме. Как понять, сколько получишь на руки? Пример расчета для меня. Я не женат, детей нет, живу в регионе Фриули, Венеция, Джулия. Сначала из зарплаты отбирают 9,19% на пенсии, а потом с остатка считают НДФЛ. В Италии с 2024 года 3 уровня НДФЛ. 23% до 28 тысяч евро, 35% до 50 тысяч евро и 43% для тех, у кого более 50 тысяч евро. Представим себе, как будто я получаю 80 тысяч евро в год до налогов. Это значит, что удержат сначала 7352 евро на пенсии, потом с первых 28 тысяч удержат 6440 евро, с 22 тысяч удержат 7700 евро, и с последних 22 648 евро удержат 9739 евро. В конце наложат региональный налог Фриули, это еще 1,23%, и с общей суммы получится 984 евро. В сухом остатке получаем 47 785 евро в год или 12 зарплат по 3982 евро. Для людей с доходом до 40 тысяч евро в год до налогов возможны различные вычеты. Например, если вы работаете по найму и в год получаете меньше 8,5 тысяч евро, то НДФЛ вообще не платите. Для тех, кто хочет поиграться с цифрами и понять, сколько будет получать, оставлю ссылку в описании на сайт расчета зарплаты. А далее в видео будет несколько примеров расчета более скромных и более высоких зарплат. Теперь, когда нам стало понятней, как платят зарплату и сколько денег ворует государство, можно перейти к уровням зарплат. В апреле 2025 года средняя зарплата составляет
24 830 евро до налогов. После налогов для моего случая это 20 528 евро или 1466 евро при 14 зарплатах или 1711 евро при 12 зарплатах. Но средняя зарплата это как средняя температура по больнице. Пойдем по этажам и палатам, чтобы лучше понять, что вообще происходит в Италии, какие зарплаты большие, а какие маленькие. Поэтому надо обратиться к апрельским данным Министерства финансов Италии. Таблица 1 показывает количество человек в каждой категории годового дохода и их долю от 42,5 миллионов налогоплательщиков в Италии. Я ее упростил, разбив всех на группы примерно по 10 тысяч евро до 100 тысяч дохода, потому что официальная таблица не влезает на экран из-за совершенно нелогичной группировки. Но даже в эту переработанную таблицу надо долго всматриваться, чтобы понять, что к чему. Поэтому перейдем к таблице 2, которую я еще больше упростил. И из нее мы видим, что медианная зарплата составляет 20 200 евро или 1468 евро на руки. Медиана это значит, что половина людей в Италии зарабатывает больше денег и половина зарабатывает меньше. При этом все расчеты сделаны для моей ситуации, а я холостой, бездетный, живу в Фриуле. Если считать для женатого Серджио с 2 детьми в Лацио, то он будет получать немного другие суммы. Про среднюю зарплату я уже говорил, но она нас перемещается где-то в топ-40% среди всех налогоплательщиков. Затем, например, зарплата в 40 тысяч уже ставит нас в топ-12%, а зарплата в 50 тысяч в топ-7%. Хотя если посмотреть на итоговые месячные зарплаты, то это всего лишь 2725 евро. Расчет, который я делал выше для 80 тысяч, это уже топ-3%, хотя на руки это всего лишь 4 тысячи. И чтобы попасть в топ-1%, надо зарабатывать 120 тысяч евро в год и более, или 5666 евро при 12-месячной зарплате. Так что если вы считаете, что стоите 10 тысяч в месяц, то в Италии вам будет тяжело найти работу, потому что такие деньги получает 1% налогоплательщиков. С другой стороны, эта таблица дает понять, что любой, кто зарабатывает 50 тысяч евро до налогов, не может жить плохо в Италии, потому что это топ-7%. Это очень высокий уровень, и жить с такой зарплатой легко. По мне, так любой, кто зарабатывает больше 40 тысяч грязными, не должен испытывать проблем. Для сравнения, в 2023 году, в мой первый полный год в Италии, я потратил 17 тысяч евро, а в 2022 году 19,5 тысяч евро. То есть в первый год я прожил на медианную зарплату, а во второй на среднюю. Другое дело, что я живу один в провинции, поэтому мне легко. Тот же самый Серджио с семьей в Риме будет тратить совсем другие суммы. И обратите внимание, что для удвоения зарплаты с 2000 евро чистыми нужно зарабатывать на 50 тысяч больше, то есть 80 тысяч, а не 30. И это разница между топ-3% и топ-25%. Именно поэтому куда проще, чтобы у Серджио работала жена и получала среднюю или даже медианную зарплату, чем он будет разбиваться в лепешку, пытаясь попасть в топ-3%, а в конце месяца все деньги отдаст государству, а не семье. Если вы слышите что-то новое и интересное, ставьте лайк, подписывайтесь, а я продолжу исследование. Еще один интересный сайт с зарплатами для различных профессий – jobido.it. На нем можно посмотреть зарплаты для рабочих разных отраслей. И вот на главной странице сразу же показано, что средняя зарплата 1550 евро в месяц. Затем ниже показаны типичные профессии и их отклонения от средней. То есть это врач, проект-менеджер, инженер, повар, продавец, строитель, рабочие социальной сферы, продавщица, бэйбиситер, сиделка. И дальше перечисляются различные профессии уже по отраслям. Но меня интересует моя профессия, я сам инженер, поэтому идем ниже по списку. И тут 20 различных инженеров. Но я инженер-технолог, по-итальянски инженеры ди процессо. Щелкаем на эту профессию и смотрим, что на странице нам дают информацию.
что средняя зарплата в год до налогов это 40 тысяч евро, плюс еще бонус 3800. После налогов в месяц это средняя 2050 и бонус 190 в месяц. Ниже дано распределение от низкой зарплаты до высокой, то есть начальный уровень это 1500, близкий к максимальному 4560. Также дальше дается более детальное распределение, которое объясняет, что, допустим, если вы на стажировке, то у вас 770 евро в месяц. Если вы ведущий инженер, то это 3500. Ну и в конце карьеры у вас может быть там 4500. Графически они тоже изображают. Вот если у вас больше 20 лет опыта, то это 88 тысяч. Ведущий инженер 78 тысяч. В середине карьеры где-то 46 тысяч. И на начальном уровне 32 тысячи. Каждая профессия вот на этом сайте, она вот так распределена. Следующий этап. А это значит, что мы читаем отчет 2025 года Salary Outlook Italy от компании Job Pricing. Он касается только частных компаний, не учитывает государственный сектор и самозанятых. Одна из таблиц деления зарплат рабочих, специалистов, руководителей и директоров по нижним и верхним децилям и квартилям. Я ее сразу переработал и добавил строки зарплат на руки с учетом 12 зарплат в год. Видно, что даже мегагалактический супердиректор на руки получает меньше 7 тысяч. А руководители могут иметь в 2 раза больше зарплату до налогов, но в конце концов получают не намного больше, чем рабочие. При этом самые низкооплачиваемые рабочие недалеко от средней зарплаты в 24 830 евро, о которой я говорил раньше. Это отличная новость для работающих в частных компаниях. Следующие 4 таблицы покажут, какие факторы сильно влияют на зарплату. Первое – это размер компании, в которой люди работают. Разница между микропредприятием в 10 работников и фирмой более 1000 человек в 36%. Кроме этого, в крупных компаниях платят больше надбавок и бонусов. Второе – поле деятельности компании. Итальянская компания, работающая на внутренний рынок, платит меньше итальянской компании, работающей на мировом рынке, а та, в свою очередь, платит меньше, чем международная компания с представительством в Италии. Третье. На зарплату также сильно влияет возраст. И если у рабочих этот рост слабо выражен, а в период с 55 до 64 лет зарплата даже падает, то у специалистов, руководителей и директоров у всех зарплата растет довольно значительно. Также это хорошая новость для тех, у кого есть рост по карьерной лестнице от рабочих до специалистов или от специалистов до руководителей. Потому что это лишние 10-15 тысяч евро в год с течением времени. Четвертое. Образование не слишком сильно влияет на среднюю зарплату, в пределах 12%, но в таблице есть несколько интересных цифр. Рабочие с высшим образованием получают меньшую зарплату, чем без высшего. Скорее всего, это из-за того, что с высшим это всегда молодые рабочие, которые довольно быстро переходят в стан специалистов. Из-за этого их средняя зарплата почти на 2% меньше, чем у рабочих со средним образованием. Но в эту группу включены и люди с большим опытом работы. Среди руководителей и директоров 90% с высшим образованием, среди специалистов 2/3 с высшим образованием. И это сильно искажает среднюю зарплату, и получается разница по зарплатам почти 40%, хотя внутри групп работников разница составляет 3, 5 и 12%. Образование больше выступает как преимущество при движении вверх по карьерной лестнице. Хоть это и не полный анализ зарплат в Италии, но он дает некоторые представления о том, как в Италии платят, какие налоги, кто получает меньше или больше и почему. Если есть желание и интерес, используйте ссылки в описании, чтобы попробовать и изучить рынок зарплат в Италии. А на этом все. Пока.